Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 3 июня. Поговорим о церковном календаре, поговорим об иконе, Божьей Матери, которая почитается в этот день. Также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. Итак, друзья, все далее более подробно. Прямо сейчас ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Итак, друзья, 3 июня православная церковь чтит память святителя равноапостольного царя Константина и его матери, равноапостольной царицы Елены. Их жизненные подвиги и влияние на христианскую историю остаются значимыми и почитаемыми до сих пор. Константин Великий был сыном Констанция Хлора и святой царицы Елены. Его судьба начала изменяться, когда в возрасте 18 лет его увезли от родителей и отправили в Никомидию в качестве заложника при дворе императора Диоклетиана. Константин жил при дворе и наблюдал за жестокими гонениями на христиан. Когда Диоклетиан отказался от престола, Константин вернулся в Галлию, где после смерти отца в 306 году был провозглашен императором. Его избранничество стало ясно в 312 году, когда незадолго до решающей битвы с Кесареем Максентием Константин увидел в небе крест с надписью «Сим побеждай». На следующий день он приказал своим воинам нанести изображение Святого Креста на все знамена. После победы Константин торжественно вошел в Рим и установил свою статую с крестом в правой руке на площади. Вскоре он издал в Милане первый манифест, который разрешал всем безбоязненно принимать христианство. Через год был издан второй манифест, предписывающий вернуть христианам все недвижимое имущество, отнятое во время гонений, и места богослужебных собраний. В 322 году Константин стал единодержавным правителем Римской империи, и христианство восторжествовало. Однако, несмотря на принятые им в пользу христиан эдикты, в Риме продолжала существовать сильная языческая партия, и Константин часто сталкивался с противодействием язычников. Это привело к его решению оставить Рим и основать новую столицу на берегах Босфора, получившую название Константинополь. Незадолго до смерти Константин принял крещение и мирно скончался во время молитвы 21 мая 337 года. За великие заслуги православная церковь именует его равноапостольным. Святая Елена, мать Константина Великого, приняла христианство рано и посвятила свою жизнь служению Богу. Она прославилась тем, что обрела животворящий крест, гроб Господень и другие реликвии страстей. Ее усердие и преданность христианству вдохновили многих. Елена активно участвовала в строительстве и восстановлении христианских святынь. По ее указу были построены многочисленные храмы и базилики в Иерусалиме и в других святых местах. Ее вклад в укрепление христианства неоценим. Константина и Елена вспоминают 3 июня, а также в день воздвижения креста Господня 27 сентября. Их жизни и деяния оставили глубокий след в истории христианства. Благодаря их усилиям христианство стало легитимной и распространенной религией в Римской империи. Святитель равноапостольный царь Константин и равноапостольная царица Елена сыграли ключевую роль в истории христианства. Их жизнь и труды стали основой для распространения и укрепления веры. Их память чтят и по сей день, а их наследие вдохновляет миллионы верующих по всему миру. Также 3 июня у православных праздник – День памяти Владимирской иконы Божьей Матери. Празднество 3 июня установлено в память спасения Москвы в 1521 году от нашествия татар под предводительством хана Махмед-Гирея.
Татарские полчища приближались к Москве, придавая огню и разрушению русские города и селения, истребляя их жителей. Великий князь Василий собирал войско против татар, а московский митрополит Варлам вместе с жителями Москвы усердно молился об избавлении от гибели. Перед иконой Божией Матери Владимирской совершались многие важнейшие государственные акты России: присяга на верность Родине, молитвы перед военными походами, избрание всероссийских патриархов. Столь высокое значение Владимирской иконы – причина того, что верующие, как правило, молятся перед ней в самых разных ситуациях, просят о помощи как в повседневных делах, так и в минуты большого горя. Мы вам рекомендуем 3 июня обязательно сходить в церковь, в храм, помолиться, попросить у Владимирской иконы Божьей Матери тех благ, которые вам нужны на данном этапе в жизни. Ну а в народном календаре отмечается этот день как особенный и известным был под множеством названий, такие как Алена и Аленин день, Еленин день, Аленкин день, Алена Льносейка, Льняница, Посевница и Константин Овсяник или Огуречник. Это день, когда православные христиане вспоминают святителя, равноапостольного царя Константина и его мать, равноапостольную царицу Елену. Однако в народных традициях основное внимание уделялось святой Елене, которую называли покровительницей льна. Название Алена «длинные льны» связано с народной приметой, что льны, посеянные в этот день, особенно если он выпадал на субботу, будут длинными и крепкими. Поэтому крестьяне старались посеять хотя бы горсть льна, чтобы обеспечить себе хороший урожай. Верили, что святая Елена, покровительница льна, поможет вырастить крепкие и длинные стебли. А вот Алена Льносейка – это название подчеркивалась важность посева льна. Лен был одной из ключевых сельскохозяйственных культур, из него делали ткани и нити, которые использовали в быту и в ремеслах. Льняные изделия ценились за свою прочность и долговечность, поэтому Алена Льносейка была важным днем в народном календаре крестьян. Аленин день или Аленкин день – эти названия были связаны с почитанием святой Елены. В народе ее называли Алена или Алена, и в этот день ей посвящались молитвы и обряды, связанные с сельским хозяйством. Люди верили, что святая Елена поможет им в труде и обеспечит хороший урожай. Константин Овсяник – еще одно название в народе 3 июня, которое указывало на посев овса. Крестьяне считали, что овес, посеянный в этот день 3 июня, даст обильный урожай. Это название было связано с памятью императора Константина, который также почитался в этот день. В церковных святцах 3 июня, как мы уже сказали ранее, посвящено памяти императора Константина и его матери Елены. Константин Великий – это первый римский император-христианин, и его мать, святая Елена, как вы знаете уже ранее из этого видео, они сыграли ключевую роль в распространении христианства. Крестьяне верили, что льны, посеянные 3 июня, особенно если это будет суббота, будут длинными и крепкими. Эта народная примета стала основой для названия «Алена длинные льны». В этот день было принято проводить различные обряды, чтобы обеспечить хороший урожай. Крестьяне молились и святой Елене и просили ее благословения на труд. В народе также существовали поверья и народные приметы, связанные с погодой. Считалось, что если 3 июня стоит теплая и солнечная погода, то лето будет теплым и благоприятным для урожая. Этот день был важен не только для посева льна, но и для других сельскохозяйственных работ. Этот день был особенно значим для крестьян, поскольку считался благоприятным для посева льна и конопли. Однако, как и в случае с любыми народными традициями, существовали разные мнения и обычаи, связанные с этим днем. В этот день было принято сеять коноплю и лен. Если же что-то препятствовало посеву, то крестьяне старались хотя бы положить начало этому делу, бросив в землю горсточку льна. Люди верили, что это поможет обеспечить будущий урожай и привлечь удачу.
Однако в Новгородской губернии существовало прямо противоположное мнение. Здесь считали, что в день святых Елены и Константина лен сеять нельзя, иначе он будет плох и неказист. Это различие в народных приметах подчеркивает разнообразие народных верований и традиций, которые существовали в разных регионах. Для обеспечения белизны и урожайности льна совершали ряд магических действий. Накануне Алены Льняницы все женщины общины собирались, и каждая приносила с собой по 2 яйца. Эти яйца использовали в различных обрядах, чтобы привлечь удачу и благословение на посев. Хозяйки клали печеные яйца в мешок с семенами, а мужчина, который сеял лен, должен был подбросить эти яйца как можно выше. Чем выше будут подброшены яйца, тем выше считалось, что вырастет лен. Этот обряд символизировал стремление к высокому урожаю и успешному росту растений. Часто в качестве засевальщика выбирали самого высокого человека в селении. Считалось, что его рост и сила помогут льну вырасти высоким и крепким. Перед посевом крестьяне всегда завтракали, употребляя продукты белого цвета. Скорлупу яиц толкли и добавляли в корм курам, чтобы обеспечить их здоровье и продуктивность. Существовал и другой интересный обычай, с помощью которого женщины обманывали лен. Для этого при посеве баба раздевалась до нога, полагая, что лен, увидев ее наготу, жалится над ней и решит, что эта женщина бедная, что у нее даже рубашки нет, и надо бы ее пожалеть и лучше уродиться. Такой обряд символизировал обращение к природе и ее силам с просьбой о милосердии и благословении. Лен сеяли в последнюю четверть луны при теплом ветре после полудня. Считалось, что посев в это время будет способствовать лучшему росту и развитию растений. Если же посеять лен при северном ветре, то он вырастет жестким. Это связано с верой в то, что северный ветер приносил холод и сухость, что неблагоприятно сказывалось на росте растений. В этот день девушки и женщины проводили различные ритуалы, чтобы привлечь удачу, урожай и гармонию в дом. В этот день девушки не заплетали косы, чтобы они были длиннее. Распущенные волосы символизировали свободу и желание расти и развиваться, как лен на полях. Вечером девушки собирались вместе у 3 дорог и проводили специальный обряд, чтобы угодить святой покровительнице дня. Девицы плели и трепали воображаемый лен, будто бы пытаясь выбить из него серебряное семя, и сучили кудель. Они верили, что святая Алена увидит их старания и позаботится о судьбе девушек, даруя им хороших женихов и счастливую семейную жизнь. Также сегодня нужно было собрать скорлупу от яиц, мелко измельчить ее и посыпать по углам дома. Это делалось для того, чтобы в доме всегда были мир и взаимопонимание. Скорлупа символизировала защиту и очищение, создавая благоприятную атмосферу в доме. Если у вас есть курятник, то часть этой скорлупы нужно подсыпать в еду птицам. Считалось, что это поможет курам хорошо нестись и приносить здоровое потомство. В этот день лучше было надеть светлую одежду. Светлые цвета символизировали чистоту и открытость, что способствовало примирению даже поссорившихся партнеров. Считалось, что светлая одежда поможет привлечь положительную энергию и улучшить взаимоотношения в семье и среди друзей. Один из самых необычных обрядов этого дня было нагишом сеяние льна. Женщины раздевались до нога и сеяли лен, веря в то, что будущие ростки пожалеют тех, у кого нет даже рубашки, и щедро вознаградят урожаем. Этот обряд символизировал искренность и открытость перед природой и, соответственно, должно было обеспечить хороший урожай и благополучие. 3 июня в народном календаре день святой Елены Леносейки, и этот день сопровождался, соответственно, множеством народных примет и запретов, связанных с поведением и действиями. И чтобы избежать неприятностей и привлечь удачу, важно знать, чего нельзя было делать в этот день 3 июня. По народным приметам 3 июня женщинам нельзя было надевать много одежды, иначе тепло так и не придет, а все лето пройдет в дождях и в холоде. Лишняя одежда символически удерживает холод, мешая теплой погоде установить свое господство.
Запрет был и на заплетание кос, который был связан с верой в то, что волосы станут тусклыми и ломкими. В день Елены Леносейки следует хорошо расчесать и распустить волосы, чтобы они стали длинными и густыми, как стебли льна. Этот обряд символизировал рост и укрепление, придавая волосам силу и здоровье. Незамужним девушкам после захода солнца нельзя было сидеть дома. Им следует собраться у 3 дорог и ждать, когда пройдет парень. В старину верили, что именно этот парень может стать суженым одной из девушек. Эта традиция подчеркивает важность социальных взаимодействий и поиска своего избранника. Нельзя было выбрасывать скорлупу от вареного и съеденного утром яйца. Скорлупу следовало сохранить и использовать в различных обрядах, связанных с защитой и привлечением удачи. Скорлупа символизировала защиту и изобилие, а ее выбрасывание могло привести к потерям и к неприятностям. Также вытирать лампы от пыли в этот день, в день Елены Леносейки, запрещалось, так как это могло привести к неприятному периоду, полному обманов и разочарований. Лампа символизировала свет и ясность, и любое вмешательство в ее состояние могло привести к замутнению перспектив и неприятным событиям. Также носить вещи темного цвета 3 июня не рекомендовалось. Народные приметы говорят, что это может вызвать сложности в отношениях со второй половинкой, ссоры, измены, конфликты и разногласия. В этот день лучше надеть светлую одежду, чтобы привлечь позитивную энергию и улучшить взаимоотношения. Поднимать найденные на земле сережки запрещается, так как на них может быть наведена порча на болезнь. Поверье утверждает, что негативная энергия перейдет на человека, который найдет и поднимет такое украшение, поэтому такие находки лучше обходить стороной. Следуя, друзья, народным приметам и запретам 3 июня, вы сможете обязательно избежать множества неприятностей и привлечь удачу в свою жизнь. Эти древние обычаи и традиции помогают сохранить гармонию и благополучие, напоминая о важности соблюдения определенных ритуалов и уважения к народной мудрости. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.